едем на Сейд-озеро. Мы сейчас, видите, вот там две горы. Вот там, посмотрите, две горы. И между этими двумя горами там ущелье. И вот как раз вот в это ущелье мы идем. Это ущелье приведет нас к Сейд-озеру. И сейчас мы едем к руднику. Мы едем туда и оттуда пойдем уже пешком. И смотрите, здесь лежит снег. Здесь снег лежит в горах. Это же просто что-то невероятное. Пасека. Пасека. А у меня есть пасека. 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 Короче, мы два пасечника, и мы собрались в поход. Вот, смотрите, я говорил уже про этот перевал. Видите, ущелье между горами. Фу. И мы прям по полной снарядились, да, Юля? Да, у нас есть чудесные, замечательные, очень стильные шляпки, чтобы спасти нас от комаров. Да, чтобы спасти нас от комаров. У нас есть одежда с длинным рукавом. Покажи. Хотя очень жарко. Очень жарко, но лучше, чтобы было жарко, чем нас... О, я уже вижу. Я тоже вижу, они не могут пролететь. Да, они не могут пролететь. А еще у нас есть большие рюкзаки. Ага. Вот такие рюкзаки. Покажи свой рюкзак. Да, это мой рюкзак, с которыми мы идем в поход. Здесь мой рюкзак, да. Идти нам, по-моему, километров 11 или 12. Но я думаю, что часа за 3 мы справимся, потому что здесь подъем будет. Потом там дорожка будет идти таким зигзагом, змейкой, да? Угу. Вот, ну что, будет петлять вот так вот. Да, пошли. Вот здесь этот вот как раз, не знаю, рудник старый или что-то такое. Мы его сейчас как-то обойдем и выйдем на тропу и пойдем, собственно, куда? Мы идем к священному озеру, Сейда-озеру. Священному Сейда-озеру. Погнали. Знаешь, кого он там оставил? Юля беспокоится, что я заведу ее в лес и там оставлю. Нас записывали, чтобы пройти сюда, мы проходили через КПП. Вот там. Они записывают всех туристов, кто идет на перевалы к озеру, потому что, ну, считается, что там довольно опасно, и они хотят знать, сколько человек пришло, сколько человек ушло. Но меня даже не спросили, как меня зовут, меня записали просто +1. Да, спросили мою фамилию, я сказал, и написали мою фамилию +1. Никто не знает, что я иду туда. Да, Юля +1. No name. Макс +1. Да, вот туда мы идем. В ущелье. Идем по ущелью. Смотрите, какая красота. Вообще супер. Встретили одного мужчину. Он идет с озера. И он весь в таком костюме. Таком мощном костюме. И мы с ним поздоровались. Я его спрашиваю, ну как там на озере? А он в ответ меня спрашивает. Говорит, ты что, ее скормить комарам решил? Вот. Я сказал, что да. И я спросил, там что, комаров много? И его ответ был гениален, да? Он ответил, ой! Вот так, ой! Мне кажется, это именно то, что мы... Единственное, что мы сможем говорить в конце нашего похода. Но как это было? Ой! Да, это когда уже нет слов, нет фраз, нет эмоций, ни на каком языке, кроме «ой» нельзя будет сказать. Но вообще я в этом месте громко не кричала, потому что есть легенда о том, что здесь живут лесные духи, и есть один лесной дух, который может наказывать путешественников, если они будут шуметь. Если он разгневается, то он будет путать тебе дорожки, и ты заблудишься, не сможешь дойти до озера, Макс. Я не хочу заблудиться. Давай не будем орать. Ладно, не будем орать, будем тихо говорить, чтобы не тревожить духов. Мы добрались до вершины перевала. Вот перевал, и вот его вершина. И здесь вы можете посмотреть такие каменные сооружения, типа сейды. Это все имеет такую, не знаю, древнюю традицию, когда люди делали что-то для духов, привязывали ленточки или еще что-то, чтобы им сопутствовала удача, чтобы удача у них была, чтобы они не потерялись, чтобы, не знаю, была погода хорошая и так далее. В общем,
прикольно. И смотрите, здесь везде снег. Никакой растительности, только мох, камни. Вообще сурово, да? Да, сурово и очень красиво. Юль, тебе это ничего не напоминает? Напоминает, как мы в прошлом году ездили в Таджикистан и поднимались там в горы к горному озеру. Да, можете посмотреть, если вы еще не видели этого видео здесь. Мы в тундре лежим. Вот здесь мох, очень приятный такой. Мягкий, мягкий, мягкий. Мягкий, немножко колючий. Комаров не очень много, пока нормально. Но комары все будут вот там, в лесу. Мы сейчас спустимся, вот там видно даже озеро начинается. И лес. И вот в лесу как раз будут комары. А пока у нас перекус. Что у нас на перекус? У нас пирожки. Да, это яблочный пирожок. Здесь, к сожалению, мало начинки и много теста. И мы с Юлей подумали, что это потому что... Потому что в Мурманске довольно дорогие фрукты, и яблоки стоят дорого. Да, может быть, поэтому начинки мало, а теста много. Но в любом случае, это вкусно. Отличный пикник в тундре. Угу. Короче, мы нашли вот так вот просто в лесу. Мы шли вот тропинка. Вот мы шли по тропинке, увидели здесь такое место стоянки. Ну и просто огляделись. И хоба, вот так вот бамс. И увидели женскую сумочку. Я такой думаю, ничего себе. Мы взяли эту сумочку. Маленькая сумочка. Да, маленькая сумочка. Мы ее открыли. И в этой сумочке куча денег. Паспорт, документы, загранпаспорт, телефон, там все просто, ключи какие-то, короче, куча документов. И вот вопрос, как бы, сумка здесь есть, ничего больше вокруг нет. Мы здесь уже минут 15 разговаривали, думали, что делать, потому что, ну, хочется отдать сумку человеку, там много документов, и деньги, и телефон, и все остальное. И мы решили написать вот такую записку. Вот. В записке мы написали, что мы оставили свои контакты, и потому что здесь нет сигнала, нет связи, поэтому даже она не может позвонить на свой телефон. Вот, поэтому завтра, когда у нас будет связь, мы попробуем, ну, я надеюсь, что она сможет нам позвонить, если она увидит записку. Или мы попробуем принять вызов с ее телефона. Наверняка она будет пробовать звонить на свой номер. В любом случае будем искать человека, тем более, что мы знаем абсолютно все ее данные, у нас есть паспорт, то есть мы можем, по крайней мере, пойти в полицию и передать эти документы. Но самое интересное, что эта женщина тоже из Санкт-Петербурга едет. Да, самое забавное. У нее санкт-петербургская прописка, и самое главное, у нее лежит график развода мостов в Санкт-Петербурге, то есть она явно приехала оттуда прямо сейчас. Да, то есть очень удивительная вещь. Вот здесь, кстати, да, действительно есть комары, но я не могу сказать, что их прям архи много сейчас пока. Но мы еще не дошли до озера. Еще где-то 4 километра до нашей точки. Так что мы не теряем время. Идем. А сколько мы уже идем? Мы уже идем... Часа 4? 4 часа почти мы уже идем. Да, по камням, по тундре, останавливаясь. И, в общем, так, вальяжно. Угу. Ладно, пойдем. Пойдем. Вот люди, которых вы видели, это сын и мама. И это владельцы... Мама это владелец этой сумки. Мы буквально прошли 100 метров, и мы их встретили, да, Юль? Да, мы уже обсуждали, что делать, но мы их встретили. Они действительно приехали тоже из Санкт-Петербурга. Угу. Очень забавно, что они тоже из Питера. Мы отдали им сумку со всеми вещами, и мы очень обрадовались, что эта история так быстро и так хорошо закончилась, потому что, ну блин, как бы потерять все документы, все, ну это ужас, конечно. Вот. И они сказали, что где-то час 20 нам еще идти вот по этой дороге до озера. Вот. Дорожка тут прикольная. Комаров, кстати, не так много, как я ожидал. Ну, они есть, но не так прям много. На Баренцевом море было гораздо больше. Видите, везде такие ленточки. Там написано «Региональный заказник
Сейд-озера. Вот, и мы, короче, продолжаем путь. Мы идем почти 5 часов. И, Юль, ты устала? Ну, да. Но мы идем такими красивыми дорогами. Да, дорожки действительно красивые. И осталось нам где-то 200 метров до озера. Мы уже видели маленькое озерцо. Там было потрясающее, очень мелкое озерцо. Ой, я слышу голоса. И там была потрясающе чистая вода. Но в этом озере тоже должна быть супер чистая вода. Так, а здесь нам куда? Направо или налево? Хороший выбор. Направо хочешь? Да. Ну, пойдем направо. Как вроде запахло, да? Мы дошли до Сейд-озера. Ребята, посмотрите на это. Прозрачная водичка и гигантское, ну не гигантское, но большое, красивое озеро. Просто великолепное. Это просто безумие. 5 часов ходьбы сюда. И мы пришли. Сейчас будем искать место для лагеря. Наверное, пойдем вот туда. И я думаю, что что-нибудь там найдем. Но это, конечно, круто. Юля, как тебе? Очень круто, очень красиво, очень здорово. Мы пришли на Сейд-озеро, и Юля сразу полезла в Инстаграм постить фоточки. Неправда. Юля просто хочет сфотографировать. И но выложить в Инстаграм. Инстаграма тут нет, потому что тут нет сети, к счастью. Но просто у Юли нет памяти в телефоне, а фоточку очень хочется. Но вообще мы добрались до совершенно потрясающего места. Здесь такой маленький, как бы, получается, как мыс, типа маленький мысок. И здесь с одной стороны вид на озеро, с другой стороны вид на озеро. И вот здесь место, где мы остановимся. Вот здесь есть место для костра, даже 2 места для костра. Ну и вот здесь какое-никакое место для палатки. Оно не идеально ровное, но нам и не нужно идеально ровное. Хотя нет, нам нужно, но и такое сойдет. Вообще, конечно, мы устали. Сейчас будем ставить палатку. И готовить еду. Готовить еду. Мы уже попили воды из Сейд-озера. А еще здесь прикольно. У нас здесь есть даже свой собственный водопровод. Смотрите, вот здесь озеро, и там вода довольно теплая. А вот здесь, видите, вот тут, здесь бежит родник. Вот посмотрите, вода. Это родник. И вот здесь вода просто ледяная. Но она супер чистая. Хотя в этом озере она тоже супер чистая. Короче, начинаем ставить лагерь. Юля, что будешь делать ты? Я буду вспоминать, как ставить палатку. Ты будешь ставить палатку? Ну, если ты мне напомнишь, как ее ставить, я буду ее ставить. Да, очень много комаров, поэтому я от них отмахиваюсь. Вот, да. А потом мы будем собирать сухие ветки, чтобы развести костер. Видите вот это? Это великан. Великан по имени Куйва. Он по легенде самов. Юль, расскажи, что там с легендой самов? По легенде самов, Куйва был огромным великаном, который угрожал местным жителям, самам. И тогда самы начали молиться своим богам, своим духам о том, чтобы они помогли справиться с этим великаном. И боги очень разгневались, потому что великан угрожал самам. И его там по разным версиям либо замуровали в этой скале, либо сожгли, и от него остался лишь черный след. Видите, это он, Куйва, великан, замурованный в стене, вернее в скале, или сожженный. И это, видите, такой остаток от него, остатки как уголь. Уа! Мы развели костер. Костер горит. А здесь мы кипятим чай на газовой горелке. Здесь стоит наша палатка. Да, все, мы установили лагерь. Но, помните, я вам показывал вот этот родник? Да, вот этот маленький родник.
сюда приходят все люди, чтобы набрать воды. Поэтому здесь очень много людей ходит вот так. А наша палатка прямо здесь. Но это ничего. Мы уже поели. Я уже даже порыбачил немножко. Вот стоит моя удочка. Это моя удочка. И вы, если посмотрите на озеро, кстати, сейчас здесь особенно красиво. Уже сумерки. Сейчас, кстати, час ночи. Час ночи, и так светло, классно, да? И здесь прям много рыбы, видите, вот такие разводы. Но у меня не получилось поймать хариуса. Хотя я видел, как люди это делают. Но я буду пытаться завтра. А сейчас чай и спать. Да, Юля? Да, но чай мы будем заваривать необычный. А какой чай мы будем заваривать? Мы будем заваривать иван-чай. Иван-чай? Иван-чай — это вот это растение. Ой, извините. Вот это растение. И сейчас мы соберем иван-чай. И в термосе... Листья? Листья, да. Но цветочки вроде тоже можно. Цветочки тоже можно. И заварим иван-чай, он очень вкусный. Ладно. Ням-ням-ням. Холодно, очень холодно, очень холодно. Очень холодно. Очень холодная вода. Зато посмотри, какая красота. Давай, выходи. Чай. Иди к костру. Иди греться. А на завтрак у нас кофе. Причем Юля сделала капучино. Зацените. С пенкой. И, конечно же, Юля, что еще? У нас хлеб жареный на костре. Да. Это потрясающе, это очень вкусно. Это гренки, да, гренки или жареный хлеб и земляничное варенье, которое мы купили. Очень, кстати, клевое. Здесь земляника и сахар, и все, больше ничего. Очень крутая штука. Сейчас пойдем на рыбалку. В общем, мы провели 1,5 часа на рыбалке и поймали только такую небольшую форель. Маленькая такая форелька. Но зато мы нашли красный гриб. Это подосиновик или красный гриб. Сейчас я буду его варить. Вот, сегодня у нас на обед будет грибная лапша. Ну, а Юле понравилось рыбачить на спиннинг, поэтому... Тебе понравилось, Юля? Я первый раз попробовала рыбачить на спиннинг. Мне очень понравилось. Я пробовала до этого на поплавок рыбачить, да? И мне не понравилось. Это было очень скучно. Ты просто закидываешь, что и ждешь. А спиннинг ты все время что-то делаешь, это очень увлекательно. Да, так что рыбалка продолжается. К сожалению, половина гриба оказалась червивая. Видите, там есть черви. Он червивый. Но это только половина гриба. А другая половина гриба была нормальная. Вот, посмотрите. Вот, видите? Она прям хорошая. Поэтому... Но гриб большой, поэтому даже половины нам хватит, чтобы сделать грибную лапшу. Мы собрались. Да, и мы готовы идти обратно с Сейд-озера. Да, мы прощаемся с Сейд-озером. Я всегда говорю спасибо этому месту. Спасибо этому месту. Здесь было очень здорово. Здесь было очень здорово, потрясающее озеро. Мы очень круто провели время. Сейчас нас ждет 5 часов. Через горы, тундры. Да, через горы, через какие-то препятствия, через леса. Мы спустились и дошли до Гока, откуда мы стартовали. Гок — это, как выяснилось, горно-обогатительный комбинат. Это вот такая вот штука. Вот, можете посмотреть. И самое интересное, что мы здесь ищем, что, Юля? Мы ищем еду. Столовую. Нам сказали, что здесь есть столовая, поэтому мы ходим вот рядом с такими интересными всякими сооружениями и ищем местную столовую.
мы ищем столовую и сейчас идем вниз, там, где она находится, и идем по лестнице. Видите, здесь лестница, но эта лестница, она крытая. Мы с Юлей предположили, что это потому, что зимой здесь очень-очень много снега, и чистить постоянно эту лестницу очень тяжело. Поэтому ее сделали крытой. Здесь крыша. Сейчас посмотрим, что там. Какой обед, какой обед, какой обед, Юля. Да. Да. Да, Ты рис, посмотри. котлеты и салат. Ты посмотри, это просто компот, салат столичный, суп с галушками, рис с котлетой и подливкой. Этот поход завершился крайне эпично, потому что когда мы спускались с горы, вот оттуда, только там ветер, мы спускались с горы, то нам встретились ребята, которые нам сказали, что в этом месте, на этом комбинате есть какая-то столовая, и мы ее долго искали. И как только мы ее нашли, посмотрите, вот, это вход. Это вход. То есть ты про нее не узнаешь, если не знаешь. Да, поэтому Юля предположила, что это, как ты сказала, что... Ты сказала, что... Сейчас. Духи не спаслали. Да, духи леса, да, не спаслали нам тех ребят, что нам рассказали про столовку. Потому что время уже позднее, ну, несмотря на то, что светло. И, скорее всего, в городе, точнее, в поселке, куда мы сейчас поедем, все уже закрыто. Угу. Даже магазины, возможно. Да. И поэтому нам... А здесь такая была столовка просто классного, такой полный old school, такой Советский Союз, компот, там все вот это, ну вы сейчас увидите. Котлеты, да, и даже такие фантастические печеньки. Просто. Причем, как только мы хотели расплатиться за еду, пришел рабочий этого комбината, и у него был такой талончик, и он дал этот талончик женщине, которая работала в столовой, и то есть получается, что он оплатил этим талончиком нам еду. Да, но мы ему дали тоже какие-то деньги в знак благодарности, но это было прикольно. Так что обед вышел нам на двоих в 150 рублей. То есть это очень дешево. Офигеть.